Зевзевадзе забивает дебютный гол в Бундеслиге. Мамардашвили опять ошибается. Ну а Энрике бережет Квару. Обо всем об этом прямо сейчас. Поехали, главные новости. Да, друзья, вот так очень быстро летит время, и совсем скоро сборная Грузии проведет очередные матчи, первый в Армении, потом в Грузии, и я туда отправлюсь. И сегодня вот по этому случаю я в шарфике сборной Грузии. Надеюсь, вы меня простите, ну а Наполи — это, как говорится, Хвича, а Хвича наше все сегодня. Конечно же, ждите репортажи с места событий, поэтому, если вы еще нет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки видео, будет очень интересно, я уверен. Пытаюсь еще пробиться, получить аккредитацию, чтобы показать вам прям всю изнутри, взять интервью у футболистов, у тренеров. Не знаю, получится или нет, но вот, например, на днях созванивался в том числе с Георгием Димитрадзе, он обещал помочь. Поэтому посмотрим, получится ли, будем верить и надеяться, что получится. Ну а пока давайте перейдем к ключевым новостям прошедшей недели. Про Еврокубки Хвичу, Микаутадзе и Гачилишвили я, наверное, отдельно говорить не буду. Давайте совсем коротко напомню. Хвича и его ПСЖ, они проиграли в обиднейшем матче Ливерпулю со счетом 0-1. Ответная игра уже во вторник. У нас там, кстати, будет специальный корреспондент. Я надеюсь, что видео он поделится, и я вам эти видео покажу. Мы все, конечно же, помним тот яркий гол Хвича Кварацхелия, его радость, но потом он был отменен. Тем не менее, есть ответная игра, все еще впереди. Георгий Микаутадзе или Жорж Микаутадзе. Я, кстати, совсем недавно для себя открыл, что это одно имя, оказывается, да, по сути. Как ты его прочитаешь, то и получится. Вот спасибо вам за то, что вы комментируете, вот оттуда я это и узнал. Так вот, Георгий сыграл, дал прекрасную голевую передачу, на мой взгляд, из ничего он атаку сообразил, там, знаете, сменил просто резко направление атаки, в касание навесил, поддел мяч, так Лион счет открыл, потом румыны сравняли его, но в итоге уже там без Георгия все закончилось победой Лиона 3-1. Кто знает, может быть, Лион тоже далеко пойдет в Еврокубках. Ну а Георгий Гачилишвили, ему было, наверное, сложнее всех. Играли против Челси, там счет 1-2, победа Челси. Ну, как будто бы какие-то небольшие шансы есть, хлопнуть дверью, кто знает. Но в любом случае офигенный опыт для Георгия. Наверное, это нужно признать. Ответные матчи Еврокубков пройдут уже на этой неделе, поэтому не пропускаем, смотрим. Во вторник ждем матч Ливерпуль-ПСЖ. Это будет нечто, но превью к этому матчу выйдет еще отдельно. Ну а говоря про национальные чемпионаты, конечно же, стоит начать с Буду Зевзевадзе. Наконец-таки он прервал свою серию, потому что, представляете, 9 матчей без голов в Хайденхайме. Причем во втором матче он отдал уже голевую передачу, и тут вот, знаете, как отрезало, ничего не получалось. Там вот и Саба Сапанадзе сказал, что я верю, все получится, брат, давай, молодец. Потом главный тренер Хайденхайма сказал, все получится. Но, знаете, верить можно бесконечно долго, но команда-то уже прям вообще внизу. И вот сегодня матч с Хофенхаймом уже 0-1, уже кажется хуже некуда. В случае поражения Хайденхайм опустится просто на самое дно и уже не будет даже света видеть в конце тоннеля где-то сверху. И вот здесь Буду Зевзевадзе выходит в перерыве, получает мяч. И посмотрите, как он сначала начинает атаку, делает передачу с фланга, не выключается из эпизода, бежит в центр, там мяч подхватывает. И какой потрясающий удар, посмотрите, в дальний угол, без шансов для вратаря. Ну, мне кажется, прекрасный гол, знаете, не какой-то дежурный, а прям такой офигенный, из ничего сделанный. Ну и самое главное, что он приносит очки команде. Я, признаюсь, матч целиком не смотрел, но какие-то эпизоды смотрел, было видно старание Буду и, знаете, очень нужно сейчас этой команде. И знаете, что самое интересное, что сейчас Хайденхайм идет на самом последнем месте в таблице с 16 очками, но в следующем туре им играть с Килем из Хольштайна, и отрыв всего 1 очко. Такой матч жизни, можно сказать, отступать некуда, домашняя игра, надо побеждать 100%, надо смотреть эту игру, надо поддерживать Буду Зевзевадзе. Я надеюсь, что вот он только сейчас расчехлил пушку, и все у него дальше хорошо пойдет. Я, кстати, какое-то время назад смотрел, как там Карлсруэ без него, и, знаете, было очень плохо. Там несколько матчей вообще они там забить не могли, проигрывали очень много. Но сейчас как будто бы у прежней команды Буду Зевзевадзе все налаживается. Будем верить, что и у нынешней тоже все будет хорошо. Ну и, конечно же, статистика по матчу. Видите, достаточно высокая оценка. И вот знаете, что самое интересное, XG 0.07. То есть представьте, 7% из 100 была вероятность, что вообще с этой позиции можно забить. Но вот так вот отважился Буду и получился такой удар.
Ну, еще помимо этого удара был один удар мимо, но, в принципе, знаете, мне нравится, что вот процент реализации действительно высокий, это будет полезно, в том числе и для матчей сборной, потому что мы помним с вами, что, вот, ну, к сожалению, реализация оставляла желать лучшего в матчах Лиги наций. Впереди квалификация на чемпионат мира, те же матчи с Арменией, голы Грузии, конечно же, нужны. Идем дальше. Ну, раз уж начали с Хвичи, давайте про него сейчас и поговорим. Матч против Рена на выезде. ПСЖ уже забыл вообще, что такое потеря очков в чемпионате Франции. Кстати, последняя потеря была как раз во время дебюта Хвичи. Дома с Реймсом сыграли в ничью. И вот штампует победа одна за одной. И Энрике варьирует состав постоянно. И вот на матч с Реном после такого тяжелого матча с Ливерпулем, конечно же, он Хвичу оставил в запасе. Баркаля вышел в старте, Дембеле тоже был в запасе. Но в нападении там играл еще Ли Канын и Гонсало Рамуш. Такое было трио в атаке. Ну, как будто бы Париж без проблем свои голы забил, повел в счете. И при счете 2-1 уже в концовке встречи Хвича Кварацхелия появился на поле. Много активности, много движений, опять постоянное перемещение, лево, право, центр, где его только не было. Но можно бесконечно это анализировать, но поскольку я уже так прямо после матча анализ не делал, давайте коротко. Вот я хотел бы выделить 3 эпизода. Опять у Хвичи нет никаких в протоколе отметок, голевых передач или голов, но посмотрите, что он делал. Вот, например, вот этот проход. Здесь он отрывается от защитников, 2 игрока свободных. Мог он сам, конечно, ударить вполне. Нет, он не пожадничал, покатил на Дембеле. Ну, что сделал Дембеле? Ужас. Мне это напомнило момент, когда он играл за Барселону в матче против Ливерпуля, когда тоже решил на себя взять так инициативу. Я не знаю, зачем он бил, ну обработай, ну спокойно покати. Не знаю, может какой-то хотел красивый гол забить, но тем не менее вот здесь забить не получилось. Потом давайте посмотрим еще один эпизод, который обошел все паблики, это вот этот прыжок Хвичи. Мне было интересно, потому что я в игре как-то этот эпизод не помнил, но фотографию вы видели наверняка, и мне хотелось понять, а что это вообще был за эпизод. Вот я его нашел, ну вот так вот в скриншотах вам покажу. Посмотрите, самое главное, что этот прыжок, он был не какой-то пустой, не для понтов, там, я не знаю, не для фотографий, а действительно, что Хвича за мяч зацепился, он его забрал, он его удержал и потом отдал партнеру по команде, что, безусловно, заслуживает уважения. Кто-то мне написал в комментах, что это элемент грузинского танца. Если вы знаете какого, напишите, пожалуйста. Ужасно интересно, что тут имелось в виду. Ну и третий эпизод, это, собственно, начало голевой атаки. Посмотрите, Хвича под давлением, на бровке, 2 футболиста соперника рядом, и он уходит из-под этого прессинга, смещается в центр, оттуда выдает потрясающую передачу, которая в итоге заканчивается голом, но это такая предголевая передача, поэтому повторюсь, что в протоколе Хвичи не будет. Но вот после этой передачи счет стал 3-1, потом Дембеле забил еще один, 4-1, и как будто бы уверенная победа ПСЖ, как будто бы не было никаких проблем, но мы знаем, что было непросто, и в том числе выход Хвичи, он повлиял на исход этого матча. Будем надеяться, что в Ливерпуле будет не хуже, ну хотя бы какие-то голевые действия будут, я не знаю, пусть 3-2, 4-3 Париж проиграет, но пусть это будет ярко, а не вот то, что мы видели, множество атак, но, к сожалению, без забитых голов. Идем дальше. Через 2 недели нас ждет встреча с Зурико и Хвичи на французских полях. И вот, знаете, я тут сейчас посчитал, интересно, что в этом матче Париж вполне может стать чемпионом Франции, потому что в следующем туре игра с Марселем. Сейчас отрыв 16 очков, осталось 9 туров до финиша. Вот получается, что нужно вот 11 очков взять Парижу, но учитывая, что следующий матч с Марселем, здесь можно лишить Марсель 3 очков и самому выиграть, то есть это уже мы 6 очков убираем, останется всего 5 очков до чемпионства, хотя, конечно, там есть еще сейчас борьба за 2 место в том числе, но тем не менее, предположим, такой сценарий будет возможен. Да, и вот после этого Париж едет в Сент-Этьен к Зурико, а Марсель едет в Реймс. Кстати, Реймс тот самый клуб, который в последний раз у Парижа отнимал очки в чемпионате Франции, поэтому ничего нельзя исключать. Но мне кажется, было бы даже как-то это мило, если бы вот, после матча Зурико и Хвичи обменялись футболками, и это была бы уже чемпионская футболка Хвичи Кварацхелии. Но мне кажется, что вопрос о чемпионстве уже можно снимать, но когда это случится, давайте еще ждать. Ну и раз уж я заговорил про Зурико, смотрел я сегодня игру Зурико Давиташвили.
очень он был активен, но, знаете, в отличие от Хвичи Кварацхелии, он вот прям так сугубо строго на левом фланге играет, немного смещается в центр, но все-таки его рабочий фланг левый. И, знаете, подумалось вообще в какой-то момент, у нас же сейчас Хвичи не будет в первом матче против сборной Армении, и почему бы там вот Саньолю не поэкспериментировать, тем более, что Хвичи сейчас становится более универсальным футболистом, и, может быть, вообще попробовать Давидашвили в старте, а Хвичу направо поставить, и вот эти какие-то перемещения, которые мы видим в Париже. Я понимаю, что уровень исполнителей другой, и не так они будут сыграны, хотя, опять же, ну как не будут сыграны футболисты сборной Грузии, которые там с детства в одной академии играли. Поэтому, не знаю, мне кажется, можно пробовать, можно удивлять соперника. Надеюсь, что мы что-то такое увидим, и в том числе и в Армении, где Хвичи и Каши не будет, я напомню. Но вернемся к чемпионату Франции. Зорико Давидашвили, он участвовал в первой голевой атаке Сент-Этьена. Вообще Сент-Этьен очень мощно начал, очень бодро начал. Я думал, что там 2-0, 3-0 будет. Забили первый гол. Там Зорико отвлекал вратаря, наверное, больше, чем участвовал в голевой атаке. Но в итоге вот такое участие у него было. Там партнер на дальней штанге замкнул прострел. Потом у Зорико уже была голевая передача, но там усмотрели офсайд, мяч отменили, очень жаль. И вот это, возможно, был ключевой момент матча, потому что потом постепенно Гавр, хозяева поля, они начали как-то отвоевывать инициативу, создавать моменты, и в итоге счет сравняли, ну а остаток матча, там уже такая была игра на встречных курсах, в принципе игра была живая, ее было интересно смотреть, ну и Зорико, конечно, никуда не пропадал, вообще, в принципе, если глянуть на его цифру, на его статистику, все там хорошо, оценки средние, неплохие, к сожалению, у команды пока все не очень, 9 матчей без побед, вообще вот эта цифра, видите, 9-10, она вот как-то у нас постоянно присутствует. И на следующей неделе, сейчас Сент-Этьен занимает предпоследнее место, в отличие от Хайденхайма, Будузевзевадзе. И вот на следующей неделе играют с последним местом дома у себя против Монпелье. Чертовски важный матч, потому что все очень плотненько. Вот сегодня Гавр могли обыграть, чуть-чуть вверх выскочить, но нет. Но вот если Монпелье не обыгрывать, тогда, наверное, с Лигой 1 можно прощаться. Хотя я уверен, что Зорико Давидашвили с ней прощаться не будет и какую-то команду себе точно найдет. Но давайте все-таки болеть за Сент-Этьен и верить, что у команды получится остаться в этом сезоне в Лиге 1. Ну и посмотрите на статистику Зорико Давидашвили. Оценка 7,4, много касаний мяча. И вообще, ну, в принципе, я бы, наверное, сказал, что для него положительный матч. Теперь перемещаемся в Испанию. Георгий Мамардашвили. Сейчас непростой у него период в Испании, я бы сказал. Вроде бы команду перестала лихорадить, пошли победы, и команда уже вышла из зоны вылета. Посмотрите, сейчас она уже на 17 месте, но там все очень плотно, и расслабляться точно не стоит, еще вся борьба впереди. Но, тем не менее, Георгий матч за матчем совершает ошибки. Вы видите, что и по оценкам он просел. Семерок тех, вот, о которых я говорил, у Давидашвили сейчас даже у него нету, хотя до этого были оценки и выше 7. Это, как, знаете, семерка такой средний показатель, что неплохо или даже хорошо сыграл матч Георгий. Но вот сейчас так, у меня есть подозрение, что это все после травмы, там был матч сейчас с Барселоной непростой, 1-7. Ну, не знаю, в общем, какие здесь причины, но вот такая серия не самая удачная. Вот была результативная ошибка в матче с Валидолидом. Посмотрите, здесь опять игра ногами, про которую я уже давно говорю, что, ну, мне кажется, это слабый компонент в игре Георгия Мамардашвили. Вот здесь вот был небольшой прессинг. Я не знаю, почему-то он отдал эту передачу, отдал слабо, не на партнера, лучше бы, наверное, было выбить. В итоге перехват 1-1. К счастью, Валенсия забила второй мяч, и там еще даже в концовке Мамардашвили сейв совершил, все закончилось победой 2-1. Ну и приятно, что не только грузинские журналисты и грузинская общественность поддержали футболиста, но и местные журналисты. Например, тренер Валенсии, он сказал: у меня нет сомнений в классе Мамардашвили. После допущенной им ошибки в первом тайме мне понравилось, что он сумел перенастроить себя и хорошо сыграть во втором. Но это факт. Все-таки второй тайм на 0, хотя вот, например, из последних 5 матчей всего одна игра на 0. Кто-то скажет, что это проблема в Валенсии, что там в обороне черт знает, что происходит, но, тем не менее, я думаю, что какая-то роль, какой-то вклад Мамардашвили здесь есть. Вспомните тот же Евро, когда, ну, мягко скажем, не идеально оборона сборной Грузии играла, но сколько раз выручал Георгий Мамардашвили. Давайте верить, что у него игра наладится сейчас и в Валенсии. Еще один футболист, который о себе заявил после такой небольшой паузы, Георгий Кочарашвили. Сегодня играла команда Леванте на своем поле.
против Картахены. Георгий, он тоже, у него было повреждение, там какое-то время восстанавливался. Но, вы знаете, Леванте как будто тоже набирает ход. Сейчас команда идет на втором месте, 3 победы подряд. В следующем туре выезд в Уэску. Очень важный выезд, потому что 2 очка всего отделяет команды. Вообще таблица сумасшедшая. Посмотрите плотность, 12 туров еще осталось. Ну, все может поменяться, что-либо загадывать, мне кажется, не стоит. Надо только смотреть и поддерживать Георгия. Ну, а давайте вернемся к забитому мячу. Там какая-то была неразбериха, мяч скакал, отскочил он Георгию, и он технично его отправил уже в ворота. Знаменитое празднование, Капитан Америка. Ждем таких празднований и в составе сборной Грузии. Искренне рад за Георгия, что он наконец-таки смог отличиться. Ну и команда вроде бы на ходу, команда побеждает. Ну, давайте посмотрим еще на статистику. 4 удара, 3 из них в створ, 2 попытки дриблинга, обе успешны. Ну, посмотрите вообще в целом на статистику Георгия в последних играх. Тоже тут не скажешь, что у него прям какой-то был провал там или какое-то снижение результатов. Ну, возможно, травма так повлияла. Сейчас, в принципе, все выравнивается. И, ну, на примере Кварацхелия вы видите, что не всегда твоя хорошая игра дает тебе результативные действия. Иногда ты начинаешь атаки, иногда предголевые передачи отдаешь. Главное, что есть игровое время, есть игровой тонус. И вот давайте пожелаем этого Георгию в том числе. Вот такие основные новости. Наверное, тут еще можно было бы поговорить про Атара Китаишвили, который отличился за штурм, и там вырвали они победу на последних минутах со счетом 2-1 на выезде. Штурм борется за чемпионство в Австрии. Может быть, стоило бы еще рассказать про Георгия Чеквитадзе, но давайте мы ему дадим такую вот мотивацию, чтобы на следующей неделе он забил или как-то ярко сыграл его Уотфорд, и тогда мы обсудим подвиги Георгия. Но если вам интересны голы футболистов сборной Грузии, какие-то истории, смотрите их обязательно в шортсах. У меня на YouTube-канале сейчас стараюсь обновлять их как можно чаще. Там и с Кварацхелия много видео, и Чеквитадзе там был, и события грузинского футбола. В общем, не пропускайте, но для этого, конечно же, на канал подписывайтесь. Ну, на этом сегодня все. Надеюсь, что вам было интересно. Пишите, какие темы вас волновали на прошедшей неделе, что вам было наиболее интересным для вас. И, конечно, надолго не прощаемся. Завтра уже матч Ливерпуль-ПСЖ. Превью к этому матчу, конечно же, у меня на канале. Вы знаете, какую кнопочку нажать. До новых встреч. Ну и по старой доброй традиции, Сакартвелос, Гаумар. ასე მარადის დარჩება ისტორიას სერგი და ხალისი ზარდაძა იარი გაქრება თავისით ეს საქართველოა საქართველო